Мистер Олдридж, я понимаю, что у вас расследование, но ваша дочь пережила нервное потрясение. Постарайтесь на нее не давить, чтобы не навредить нервной системе. Что это была за женщина в платке? Аманда, дочка, что случилось? Нет, ничего, показалось. Папа, а с Эриком все в порядке? Он в реанимации, А остальные? в травматологии. Очень тяжело, но придется допрашивать родную дочь. Мне не нравится, что она фигурирует в криминале, происходящем в эти дни. Расскажи о поножовщине в подъезде. Если я расскажу правду, у моего любимого будут проблемы. Его арестуют. Но с другой стороны, он совершил страшное преступление, и оставлять все это вот так нельзя. Что же мне делать? Мы можем поговорить потом? Нет, ведь это не отцовское любопытство, а должностная обязанность. У меня к тебе таких вопросов целый ряд. Мистер Олдридж, я, кажется, вас предупреждал. Пациентке нужен покой, а вы на нее давите. Нет, все в порядке. Я сумею ответить на все вопросы. Пойми, ты единственная, кто физически никак не пострадала в недавней поножовщине. Ты единственная, кто последнее видела живую свидетельницу, проходящую по делу об убийстве во дворе. Твои отпечатки были сняты с чашки, и лучше бы тебе обо всем рассказать. Ну, я шла за Рэнди. Зачем? Не спрашивай, просто шла за ним. Он вошел в дверь подъезда. Я слышала, как он поднялся на второй этаж. Я поднялась следом, этаж был пуст. Он каким-то образом оказался сзади меня и схватил, прижал к стене. Потом он повалил меня на пол. Он тебя обидел? Что? Нет. Попрошу медбрата прислать команде гинеколога. В коридоре появилась его шайка. Откуда-то выскочил Эрик и потребовал, чтобы меня отпустили. Бандиты лишь посмеялись да поколотили его. Я просила Рэнди остановить их, но он отказал, и более того ударил Эрика ножом. И после этого его сбросили с лестницы. Что было дальше? Внезапно на этаже появилась леди с платком на лице и побила шайку Рэнди, а ему сломала руку. Допустим. А теперь пара вопросов касательно убитой свидетельницы. И ты же с ней общалась, верно? А с чего ты решил, что она мне что-то рассказывала? Так заглянул в твой дневник. Ты все прочитал? Что это за мужчина в коридоре на входе сюда? Это преподаватель культурологии мистер Джонсонс. Один в один, как символ заброшки. По тактильным ощущениям, будто часть стены. Словно так было задумано изначально архитектором. И не пойми, чем подсвечено. Кто имел доступ к павильону? Кто угодно из персонала колледжа. Да что там, студенты сюда тоже пробирались. Рэнди Мэридит, например, часто прогуливает. Мы пытались с этим бороться и даже меняли замок на двери, но все оказалось тщетно. Опять Рэнди. Не слишком ли много совпадений? А кто обнаружил тело? Я. Если бы не мистер Джонсонс, я бы даже не пошел сюда.
А что, мистер Джонсон? Направил меня сюда, сказал, что миссис Смит сюда пошла и пропала. Я поговорю с ним, Том. Нам бы список персонала, работавшего сегодня, и посмотреть записи с камер наблюдения. А, хорошо. Как закончите здесь, приходите ко мне в комнату охраны. Дверь рядом с центральным выходом из колледжа. Мистер Джонсон? Я Джонсон. Простите, меня зовут Линда Брук. Вы хорошо знали миссис Смит? Миссис Смит моя коллега. Мы виделись по вторникам и субботам. Преподает математику, а я культурологию. По субботам наши предметы идут подряд у группы 2J. После ее часа студенты приходят ко мне на занятия, и приходится 5 минут приводить их в чувство, а после давать игровое задание, дабы они чуть-чуть расслабились. Настолько жесткая преподавательница. Слишком. Она их просто выжимает досуха и всячески пытается принизить. И даже те, кто обладает хорошими математическими способностями, выходят от нее изможденными. Вам студенты часто на нее жаловались? Не особо, но как только удавалось их разговорить, я все прекрасно понимал. Почему она пошла в павильон? Охранник рассказал, что павильон всегда закрыт. Это недоразумение. Просто я запамятовал, что старое здание перенесли в преподавательскую из закрытого павильона и дал ей неверную наводку. У нее был ключ? Дубликаты ключей от всех помещений лежат в ящике шкафа в преподавательской. Как долго миссис Смит не возвращалась? Не могу сказать. Я потерял счет времени, так как с головой окунулся в работу за ноутбуком и вернулся в реальность, когда в кабинет вошел наш охранник, Рик. Спасибо за ответы, мистер Джонсон. Джонсон. Мне не понравился этот мистер Джонсон. Запросто мог устранить математичку. Он был ею крайне недоволен. Вряд ли это сделал он. Почему ты так думаешь? А ты посмотри повнимательнее. Она ушла с преподавательской, а Джонсон остался в кабинете. Что это было? Мы целовались. Вдруг его сраная кошка прыгнула на музыкальный инструмент, и пол протрезвился. Мой шарм, откровенная одежда, феромоновые духи – все разбилось вдребезги о клавиатуру рояля. Блин, подруга, может он из этих? Или импотент. С ним все в норме. Дело в кошке. Она ему о чем-то напомнила. Я уверена в этом. Не удивлюсь, если он приводил к себе домой эту шалаву Аманду. Первый день знакомства? А что? Ты, блин, Фрэн, словно в средних веках живешь. Мне таких трудов стоило узнать его адрес. Он подвозил Олдридж с утра. Не исключено, что твои подозрения верны. На мой взгляд, Пол просто подвез ее. Олдридж живет с папой. Неужели он бы позволил ей заночевать у пацана? Лучше слушай свою музыку дальше. Я уверена, что у Пола интрижка с Амандой. А по мне он просто психопат. Только больной мог отказаться от себя. Что будем делать, Эми? Не знаю. Я ее в порошок изотру. Порежу ей лицо. Это уголовка. Значит, попрошу Мэридита сделать это. На то, что ты затеяла, он точно не пойдет. С чего бы?
За хорошую сумму не только пойдет, но и побежит. Подруга, нафига тебе этот пол? Ты столько усилий затрачиваешь на него. Я не знаю. Тянет меня к нему. А после того, как отшил меня, я точно от него не отстану. Пусть так, но с Мередитом лучше не связывайся. Вот что я тебе скажу. Все пройдет как по маслу. Но мне нужно, чтобы вы пошли со мной навстречу с ним. Никто не знает, где он обычно тусит. В ближайшие месяцы в больнице, подруга. Сегодня кто-то хорошенько приложил и Мередита, и его дружков. У меня мама работает медсестрой. Позвонила и сообщила, что к ним заложили местную шайку, заводила которой учится в нашем колледже. Что ж ты сразу не сказала? А ты не спрашивала. Я просто обязана навестить Мередита. Девочки, собираемся. Я ткнул его ножом. Зачем ты это сделал? Чтобы такие, как ты, туписть, знали, что бывает с теми, кто лезет не в свое дело. Твои игры могут плохо обернуться для тебя, Рэнди Мередит. Ты бы поберег свои силушки, а то не протянешь даже до вечера. Ты тоже. За тобой ведется охота. Ты? Мой совет остается прежним. Держись поближе к другим, не шарахайся в одиночку. Да ты сам так не шарахайся, а то еще огребешь. Кажется, ты не понимаешь, во что ввязался, дружок. А теперь пора просыпаться и отвечать на вопросы следователя. Твое любимое занятие, правда? Ты кто, мать твою, такой? Да кому я лгу? Меня просто задело, что этот петух влез в момент, когда мелкая дурочка была готова помереть от страха. Но черт возьми, я испытывал кайф с ее слабости передо мной. Может быть, в натуре надо было последовать совету шляпы и пошпиливать ее временами. Ого, босс, да ты во всеоружии. Бля, чё с пацанами? В полном отрубе. Как эта бабёха оказалась на нашем этаже, босс? Да хз. Уже второй раз она встает у нас на пути, и, если честно, начинает подбешивать. Проснулся паршивец. Я знал, что символы имеют ключевую значимость. Стоит разузнать об этой чертовщине побольше. Мне нужна консультация. Хорошо, пройдемте со мной. Сейчас позову мастера Ксанга. О, магический шар! Такое можно прикупить в любом интернет-магазине. Добрый день!
проконсультироваться по поводу определенных символов и странных снимков. Приветствую, следователи в нашей скромной обители. Просто по вам видно, что вы необычный обыватель. Откуда этот странный гул? Как будто повсюду звенит стекло. У меня руки как будто пронзаются иголками. Как такое возможно? Голова кружится. Так у меня кровь идет. Что с вами? Кто-нибудь, вызовите скорую! Не стой. Это нормальное явление. Сейчас я принесу ему горячий сироп. Это позволит ему быстро восстановить силы. Можно и мне? Мне что-то нехорошо. Такое редко встретишь. Как вы? Получше. Как вы думаете, что это значит? Я хоть и не такая, как мастер Ксанг, но кое-чему сумела научиться, и мне кажется, что это какое-то предупреждение. В каком смысле предупреждение? Давайте попробуем разобрать, что тут написано. Может, это анаграмма? Ну-ка... Здесь написано «они нашли». И что это значит? Символика может быть печатью о свидетельстве того, что в том месте был произведен какой-то ритуальный поиск. Поиск чего? К сожалению, пока не очнется мастер, ответов мы не получим. Очень интересно узнать, кто это они и что они нашли. И почему символ оказался в колледже. И при чем тут Мередит? Кстати, что вы имели в виду, когда говорили мне, что такое редко встретишь? Не часто встретишь среди посетителей тех, кто обладает каким-то потенциалом. Хоть он у вас и слабый, но позволил вам что-то понять. Как мне стыдно. Я тут такие откровения написала, а папа все прочитал. Пол? Вот, дочка, чтобы тебе не было скучно. Смотри, кого я привел. Зачем? Привет. Это тебе. Очень красиво. Только непонятно зачем. А ты чего тут забыл? Аманда, не груби. Ладно, вы общайтесь, а я побежал на службу. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Как ты узнал, что я в больнице? Папа сообщил? Нет, не мистер Олдридж. Я же говорил тебе держаться подальше от Мередита. Почему не послушала? Потому что я не запоминаю то, что ты пищишь. А я запоминаю все, что говоришь ты. Он что,
флиртует? Можешь рассказать, что с тобой произошло? Я уже рассказывала папе. Хочешь? Спроси у него. Хочу спросить у тебя. У тебя редкий цвет глаз. Они как лед. А твои как горячий шоколад. Мне неприятно проговаривать все, что случилось вновь. Но случилось то, что Эрик заступился за меня и словил от Рэнди ножом. Мередит тебя обидел? Просто удерживал. И как все разрешилось? Появилась какая-то девушка, и я плохо помню этот момент. Меня всю трясло от ужаса, и я ничего не соображала. Помню лишь, что оказалась у нее в объятиях, и как будто... Что? Я не знаю. Как будто это был парень, а не девушка. Я не знаю, что со мной было, Пол. Судмедэксперт сделал заключение по поводу исследования тела Питера Кокса. У Кокса вырвано несколько зубов плоскогубцами из бункера. Грязь под ногтями идентична грязи в комнате того же бункера. Ногти на ногах тоже вырваны. Похоже, его пытали сутки. Он не выдержал и умер. Его одели и выкинули в воду. А по лицу так самый счастливый. У меня есть одна версия случившегося с ним. Смотрите, получается вот что. Начнем с Миллера. После бара он шел к Мишель, но не дошел, так как напоролся на членов шайки Мередит. Они остановили его внутри двора. Завязалась потасовка, Рэнди обронил ножик. Миллер попытался убежать. Они за ним и на углу дома жестоко избили. В тот момент на камере начинаются помехи, шайка обчищает карманы избитого и убегает прочь. Некто переносит Миллера внутрь двора, где совершает убийство. Из показаний свидетельницы, описанных в дневнике Аманды, из ее устных слов следует, что ночью, в начале пятницы, со двора доносились звуки хлыста. Миллер погиб от кнута, как и предположил эксперт. Миллер теряет много крови и погибает от кнута. А убийца или убийцы макают ножик Мередита в кровь и кидают нож под бак. И замечают свидетельницу, которая снимает этот момент на фотоаппарат. Но вот вопрос. Почему они не спешат разобраться с ней? Вот самое главное. Они не спешат к ней сразу, потому что во дворе появляется муж Мишель Кокс и видит труп. Им уже не до свидетельницы, которая ушла с балкона в квартиру. Они оставляют ее на потом и хватают Питера Кокса. Почему они его не убили на месте? Потому что им нужно одно убийство в пятницу. Ритуальное, исполненное конкретным способом. И по исполнении они оставляют символ. Типа как печать на подпись в юридически важном документе. С символами еще предстоит разобраться. Я продолжу мысль. Они хватают Кокса в том дворе и утаскивают или вывозят в бункер, где держат сутки. И он погибает сам от мук рано утром в субботу. Логично. Одно ритуальное убийство и много других побочных, где свидетели умерли сами. Убийцы пришли в квартиру свидетельницы, старушка их увидела и умерла от ужаса. Кокс умер от мучений. Но вот непонятно, при чем тут преподавательница по математике? Преподавательница из колледжа, где учится ваша дочь и Мередит. Она умерла в павильоне, где он прогуливал занятия. Но Мередит не мог совершить это убийство.
потому что сам в больнице. Возможно, эта смерть была случайной, но связь с Мередитом определенно есть. Сначала его нож пачкают в крови Миллера, потом оставляют ритуальный знак в том месте, где он часто бывает. Может ли это быть предупреждением для него? Типа он знает убийцу в лицо или что-то видел? Почему они его просто не уберут? Возможно, им мешает его отец-священник. Если они психи и совершают ритуальные убийства, то могут видеть и какие-то препятствия на пути к устранению таких, как Мередит. Пока оставим этот домысел в стороне. Вы говорили, что символ в колледже был необычен. Да, начерченный странными красками и подсвеченный невидимым бра. Химики провели анализы краски. Все неудачные. Ни краску, ни источник света выявить не сумели. Так, словно бы на стене и вовсе ничего нет. На заброшке символ начерчен черной краской и подсвечен свечами. Ты говорил, что куда-то ездил. Да, я прихватил фотографии символов и персонажа на баке. И после колледжа отправился в спиритический салон. Зря смеешься. Спиритолог прочитал информацию с фотографий и написал анаграмму на листе бумаги, после чего потерял сознание. Такой впечатлительный оказался. Не впечатлительный явно. Мне самому стало плохо. Похоже, мы и впрямь имеем дело с чем-то необъяснимым. А что он написал в записке? Они нашли. И ты поверил. Добавь это к делу. А я вот что выяснил. Как вы уже знаете, вся шайка Рэнди, включая его самого, сильно травмирована и лежит в стационаре. И накостыляла им женщина в платке, о которой Мередит упоминал на допросе. Так что она в самом деле существует, а не сказочный эссей из-под пера Мередита. Вот это да! Ну хоть кто-то проводит с ними воспитательную беседу. То, что она делает, нанесение тяжких телесных. И это не есть хорошо. Она могла бы скрутить их и сдать нам. Ее роль мне непонятна. К тому же не припоминаю, чтобы она была замечена в каких-то других уголовных делах. Вполне возможно, что она такой же элемент запугивания Мередита, как и нож под баком и символ в павильоне. Теперь хер знает, когда перелом из проступка. Привет, мальчики. Я решила, что тебе нужны витаминчики. Тут апельсины, бананы, яблоки, шоколад и прочее. Ни хрена себе костюмчик. Палатой не ошиблась. Не ошиблась. Мне нужна твоя помощь. Ты ведь знаешь Аманду Олдридж? Я заплачу тебе сколько скажешь. Мне нужно, чтобы ты порезал ей лицо. Тоже мы, по-твоему, какие-то мразоты, которые режут без причины? Внезапно ли? Конечно нет. Но ты создаешь впечатление профессионала. Опасный парень, способный на все. Она у тебя мужика увела? Нет, но может. И мне хотелось бы поставить в их истории жирную рану. Вернее, точку. И чё это за парень? По-моему, тебя это уже не касается. Отчего же? Я должен знать, во что ввязываюсь. Ну хорошо. Это Пол из группы 2J. Да ты его знаешь. Он на мотоцикле сегодня приехал. Значит, его зовут Пол. И у него что-то с Амандой? Странно. А не привираешь ли ты? Видишь ли, Аманда бегает за мной. Вот шалава. Я сперва хотела, чтобы ты нанес ей легонький порез. А теперь хочу, чтобы ты ее помучил и изуродовал. Ты чё, сдурела, что ли? Ну же, Рэнди, милый, я могу заплатить не только деньгами. Ля, что творится? Я подумаю над твоим предложением. Но руки-то убери. Да что ж такое-то? Уже второй парень отказывается от меня. Думай.
Я еще приду. Отпустила. То заблуд ты тут устроил. Не успел себя прийти, уже эскорт приводишь.